Привет, давай посмотрим Solana, что там происходит. Во-первых, проект давно решил свои проблемы с масштабируемостью, и если в 2024 году у него были проблемы, когда на пиковых нагрузках до 75% всех транзакций не проходили, то уже во втором квартале этого года стабильность сети 100%. Плюс L2 решения на Solana позволяют масштабировать эту сеть в будущем еще намного больше и поддерживать любой ажиотаж вокруг мем-токенов и каких-либо транзакций. В данный момент пропускная способность около миллиона транзакций в секунду, что очень немало. Правда, в данный момент этот миллион транзакций в секунду в тестовой среде, но, тем не менее, большие перспективы будущей масштабируемости. Проект действительно достойный, интересный. Стоит ли вообще вкладываться в данный момент в Solana? Какие есть уровни поддержки, сопротивления с технической точки зрения? Прежде всего, нам нужно посмотреть на объективные методы оценки и к тому правилу, что цена всегда возвращается к своему среднему. И у нас есть желтая линия, это 200-дневная средняя скользящая, которая исторически демонстрировала во время трендовых движений достаточно мощные перемещение цены при пересечении этого скользящего. Как медвежий рынок 2022 года, когда цена рухнула под это среднее скользящее, протестировав его, в итоге скатилась от $260 до дна на $8 с копейками. В данный момент мы получили очередное трендовое движение, которое по итогу через небольшую коррекцию, то есть во времена коррекции нужно понимать, что скользящие средние практически не работают, в особенности мелкое окно расчета. И мы сейчас получили, по сути, ту же самую картину, то есть пробой, тест и обратное отклонение. То есть сейчас на данный момент можно получить тоже с этой точки зрения, если ориентироваться на прошлые события, которые были, можно получить достаточно серьезное отклонение в сторону снижения. Поэтому с Solana нужно быть осторожнее и как минимум дожидаться, чтобы цена была, или выше 200-дневного среднего скользящего в данном случае, или хотя бы, чтобы оно было направлено вверх. То есть именно нужно следить за углом наклона. То есть в данном случае, видите, такой сигнал поступил 23 июня, когда цены были в районе $20. Да, еще потом было снижение порядка на 30-40%, но тем не менее это уже было таким достаточно ранним сигналом того, что, скорее всего, что цена будет дальше расти. В данный момент мы находимся и ниже данного среднего скользящего, и оно все-таки смотрит в сторону снижения, что является, кстати, доказанным, наиболее эффективным при проверке на многих активах, хоть и простым, но эффективным методом использования средних скользящих. То есть именно смотреть на угол наклона именно оптимизированных значений. Оптимизировать лучше на глаз, а не подгонять под прошлую историю. То есть это не должно быть, это не обязательно должно быть оптимально, прям идеально оптимизированный период среднего скользящего. Это вот с объективной точки зрения. Здесь у нас в этом участке была медвежья дивергенция на недельном таймфрейме. Сказать, что она уже отработала, с учетом логарифма вряд ли. Да, то есть это можно назвать, что достаточное движение в сторону снижения. Теперь давайте перейдем на недельный таймфрейм, оценим, что у нас здесь находится с субъективной точки зрения, посмотрим на каналы, какие здесь у нас образованы. У нас сейчас цена движется в рамках этого нисходящего канала, который абсолютно параллелен вот этому, да, который был в 2022 году. То есть они параллельны на 100%. То есть здесь я, по сути, провел только этот канал, скопировал его и спроецировал на падение, которое было в 2021-2022 году. Угол наклона один и тот же. Единственное, что широта немножко отличается. Это раз. Во-вторых, у нас есть пока что основной трендовый канал, это вот, который еще начался в мае 2020 года, обозначенный вот этими впадинами, этими и этой. Да? То есть у нас есть раз, два, три, четыре, пять, 6 касаний. Но есть одна маленькая проблемка. Этот канал, да, здесь вот в третьей волной он получил значительный выход, да, но нам именно его нижняя граница больше всего интересна, а мы можем, конечно, по всей широте его провести
пускай даже будет так, нам именно интересна его нижняя граница, потому что это, по сути, является трендовой линией. Но эта трендовая линия с точки зрения волновой теории является лишь трендовой линией трендового канала, который принадлежит к третьей волне данной структуры. То есть у нас есть вот первая волна основной степени, да, то есть у нас степень цикл, ну, я здесь обозначил, на самом деле неважно, какая это степень, пусть это даже первичная будет волна, главное отношение степеней друг к другу. Пусть это у нас будет первая циклическая степень, дальше у нас есть первичная волна, да, и здесь у нас первая, вторая, третья, четвертая в виде расширенной плоской и пятая, которая закончилась сейчас конечной диагональю. И тем самым у нас закончилась, получается, третья волна первичной степени, которая, по идее, должна быть скорректирована на уровень от 38,2 до 50%. То есть это в норме корректируются третьи волны в рамках пятиволновой последовательности. Мы можем померить всю эту структуру и увидеть, что как раз у нас есть два уровня. Да, вот увидел еще одно отношение. Сейчас у нас есть два уровня, то есть 0,382 это $25, и у нас есть еще $50, это в районе $11,73. Ну, еще, да, обращают внимание на 61,8, да, это при слабых восходящих тенденциях, то есть это тогда уже уровень 5,64. Здесь вы уже видите, у меня обозначенные есть уровни, две такие жирные, зеленые, два таких жирных зеленых горизонтальных уровня и череда поменьше. Я около часа проводил достаточно усиленное исследование данного графика, используя различные отношения, различные способы отмерения целей. И те места, где эти цели совпадали, я выделял более жирной степенью. Так как у нас здесь на TradingView мы можем обозначить 4 степени жирности, соответственно, если там был кластер из 4 уровней, то я ставил уже четвертую степень жирности. Но, как видите, здесь у нас есть еще один в кластер добавляется, 0,236. Иногда при очень сильных восходящих тенденциях третьи волны корректируются на отношения 0,236, то есть 23,6%. И это еще добавляет в копилку. Если бы здесь можно было бы еще жирнее линию поставить, да, я бы ее, вот давайте даже двойную жирность здесь вот так вот поставим, то я бы обозначил именно этот уровень $63.43. То есть прям вот этот уровень максимально сейчас в себя концентрирует различные способы отмерения целей. Знаете, можно по-разному относиться к техническому анализу, и можно в него верить или не верить, так как это очень субъективно, но есть некоторые очевидные вещи, например, такие как многие люди пользуются техническим анализом, даже думая, что они техническим анализом не пользуются. И скажем так, если вы смотрите на график, и график является вашим инструментом, вы уже проводите в какой-то степени технический анализ. Потому что при фундаментальном анализе цена далеко-далеко вторична, даже я бы сказал, в третью уже очередь идет. В первую очередь там совершенно другие показатели идут. В данном случае технических аналитиков очень много, разной степени подготовленности, и чем интереснее тот или иной калибр сигнала и уровня, тем больше эффект, чем он заметнее, тем больше эффект он будет оказывать на действия участников рынка и заставлять их действовать особым образом. Таким образом, у нас работает якорение к определенным уровням цен, независимо от того, почему они происходили, потому что там много людей закупилось, да, на этом уровне, или потому что там была впадина, там была реакция в прошлый раз. Нет никакой абсолютно разницы, является технический анализ, так сказать, самоисполняющимся пророчеством или нет. И даже если он таким является, то это наоборот для нас дополнительная, так сказать, мотивация использовать его, да, и в плане поиска наибольшего количества пересечения определенных одинаковых уровней, на которые указывают разные методы оценки, они формируют так называемый кластер доказательств и наиболее вероятное отклонение цен. Так вот, уровень вокруг $60 как раз и сформировал, как минимум за последний час, что я провел с этим графиком, указывает как минимум 5 весомых элементов технического анализа именно на уровень $60. Включая, кстати, равенство вот этой вот структуры. Да, то есть это первой волны, да, этого падения и
Допустим, если оно сейчас продолжится, то вот у нас здесь тоже где-то в этом уровне будет равенство. То есть все указывает именно на уровень в район $60 плюс, собственно, нижняя граница данного канала указывает, что этих значений мы можем достигнуть, ну, в пределах уже следующих 1-2 месяцев, то есть к августу примерно. Если будем двигаться строго по этому трендовому каналу, который есть сейчас у нас. Естественно, мы не должны жениться на всех этих уровнях и не должны ждать до посинения, думая, что вот они обязательно достигнут. Нужно прежде всего понимать одну очень важную вещь. Во-первых, вот эта трендовая линия, она очень сильна. Да? То есть мы видим, какое большое количество реакций как раз было от нее. Прямая линия, которая строго проходит через эти впадины, ну, имеет значение психологическое. Да? Хотя вот в данный момент мы видели похожую картину, да, что не было сильное отклонение после второго теста, вот здесь, и в итоге еще раз тестировали, и только потом получили мощное отклонение. Здесь может быть та же история. Поэтому что же делать в данной ситуации? Либо ждать цен $60, на мой взгляд, да, либо, то есть нужно либо-либо, то есть нужно создать конкретную систему, которая даст вам конкретные условия, когда вы заходите в сделку. Когда можно нивелировать этот момент? Когда можно считать, что действительно эта трендовая линия опять удержала удар и все-таки сохранила свою легитимность? Ну, до тех пор, пока мы не пробьем вот вершину, образованную вот этой вот вершинкой, да, эта вершинка, это уровень $189. То есть, в принципе, уровень $189 может оказаться наиболее близким, решающим для того, чтобы изменить свои медвежьи настроения в пользу бычьих. На данный момент пока что все указывает на то, что падать мы будем как минимум на $60, а желательно так вот вообще еще ниже. И еще в следующий такой же значимый уровень, ну, приближенный по значимости, это уже у район $10. То есть 9,85, 10, $11, там, плюс-минус 10-20%. Вот, соответственно, очень важно удержать именно эти $60 на данный момент. Цели какие? Тем не менее, да, несмотря на то, что локальные медвежьи настроения сейчас показывает непосредственно график, да, и возможные варианты разворота и продолжения снижения данного инструмента, тем не менее структура выглядит еще не завершенной, и здесь не хватает еще как минимум одной волны. И вы уже видите красные уровни, это цели данного движения, и чем жирнее уровень, тем он более значимый. Много всего, правда, я не нашел, чтобы H4, на какой-то уровень H4 указывало значение, тем не менее, все они сконцентрированы в достаточно узком диапазоне, от 600 до 868. Да, и наиболее, конечно, подтверждающий уровень, да, который я только здесь успел увидеть, там с разницей в пару процентов, все указывает на уровень $622. Ну, то есть в районе $600. И самый близкий это $374. Соответственно, даже если мы будем пробивать уровень 293, мы можем получить отклонение от 371. Наиболее вероятным, на мой взгляд, развитие событий для Solana является пробой все-таки этой трендовой линии, выйти из этого трендового канала, образованного третьей волной, образовать уже более старший тренд, который образуется уже в данном случае при данной разметке циклическими впадинами волн 2 и 4. Четвертая волна у нас еще не завершилась. Соответственно, ой, извините, тут неправильная разметка у меня. Да, прошу прощения, неправильно озвучил вам. Разметка правильная, я не озвучил вам ее правильно. Значит, это у нас завершается последняя пятая волна этого крупного движения, и все три волны уже из этой пятой закончились. Сейчас мы находимся в рамках четвертой волны. При данной разметке это первичная степень, и, соответственно, нам еще нужно пятую волну первичной степени. Ну, это не первичная степень, потому что первичная степень на самом деле намного крупнее должна быть, чем то, что мы видим. Просто для себя, если я так для удобства здесь сейчас разметил. Так что профессиональные волновики не судите строго. Сами знаете, что это значение особого не имеет. Главное отношение волн друг к другу. Что можно здесь сейчас ожидать? Да? То есть у нас сейчас четвертая волна, сейчас первичной степени, а-ля.
она может быть... То есть мы видели, что волна номер 2 у нас была некой подобие сложного зигзага. Это значит, что норма чередования говорит нам о том, что вряд ли здесь будет что-то такое. Либо здесь будет простой зигзаг, либо какая-нибудь плоская коррекция, либо наиболее вероятно треугольник. И, возможно, здесь у нас только первый зигзаг треугольника. По итогу мы образуем где-то треугольник, который начнет здесь формироваться вплоть там до, скажем, лета следующего года, получим какую-то такую картину наиболее... Это один из сценариев, да, наиболее вероятных, согласно волновой теории, какой вообще здесь может быть. То есть здесь образуется волна А треугольника, затем волна Б, потом волна С, волна Д, волна Е, и потом получим последний пятиволновой заброс, там, вплоть до $600-800. То есть именно в эту зону. После чего закончим полностью этот замечательный цикл роста. Кстати, здесь у нас что? Здесь у нас нету никакого уровня косого. Закончим этот цикл роста. Получим какой-то вот такой уровень сопротивления. Да? И скажем, что это начальная диагональ. В конце, да, что она закончилась, и тогда цели потом у нее будут 50 центов. То есть будем лететь на 50 центов, то есть Solana будет уничтожена. По крайней мере, так рисует волновая теория, то есть это где-то к 30-му году будут кранты. Ну, кранты, по всей видимости, будут всем рынкам, показывает волновая теория, указывает на это. Видимо, криптовалютный рынок и Solana тоже в стороне он не оставит. Видимо, что-то в мире будет происходить такое, ну, что всем будет не до криптовалютных рынков и не до рынков вообще. Да? Видимо, этот пузырь должен сдуться. Хочу напомнить всем людям, которые сейчас будут кричать: а что же ты за бред-то такой, уже не доктор несешь? Может быть, тебе самому к доктору обратиться, товарищ доктор? Значит, хочу отметить одну важную деталь. За всю историю человечества, за всю известную историю человечества, да, биржа существует не то чтобы прямо очень давно, но уже там 500 лет практически существует. И за всю эту историю, видимую, во всяком случае, биржевую историю, выжило пока что только 2 рынка. Это британский и рынок Соединенных Штатов Америки. Вот все остальные, которые создавались, вот их больше нет. Вот они появились, и они исчезли. То есть у них было начало и был конец. То есть рынки появляются, рынки исчезают. Какие-то живут дольше, какие-то меньше. В данный момент рынок Великой Британии и рынок Соединенных Штатов Америки самые долгоживущие за всю историю человечества. Из-за чего они заставляют верить в то, что они будут существовать и дальше. Но все в мире конечно, и эти рекордсмены и так уже, как вы понимаете, показали рекорд. Поэтому нужно быть крайне осторожным, учитывая степень перегретости. Кризис, на пороге которого мы находимся, опять же, согласно волновой теории, указывает на то, что Великая депрессия покажется цветочками. Ну, в общем-то, такая история. Это так, чтобы держать в контексте, в голове, чтобы меньше думать о том, что стратегия «купил и держи» может продолжать так же хорошо работать, как она работала последние 50 лет. Это вряд ли. Ну, в общем-то, на этой замечательной пессимистической ноте я предлагаю нам с вами подписаться на мой канал, потому что осведомлен, значит вооружен, и никакой кризис страшен не будет, ведь зарабатывать можно и на падающих рынках. Подпишитесь на мою телегу, чтобы еще больше быть осведомленным. Ссылочка будет тоже в описании. Ну и напоследок хочется вам всем пожелать за все ваши лайки, подписки и комменты жирного профита, независимо от ситуации. Я вам хочу сказать, что вы можете быть 1000 раз неправы. Но если вы торгуете по системе и вы контролируете свои эмоции и соблюдаете правила, личные правила риск-менеджмента, которые подходят конкретно вам, то даже ситуации, когда вы не правы, вам будут не страшны. Я вам хочу сказать, что даже в некоторых ситуациях можно зарабатывать из ситуации, когда ты не прав. Даже не терять. Такая вот история.
Посмотрим. Я надеюсь, что волновая теория не права, и рынки будут продолжать существовать, и на нашем веку нам не придется столкнуться с таким вот, с такой катастрофой, по крайней мере, в финансовой сфере. Но есть некоторые наблюдения, которые указывают на страшную перегретость, которая копилась последние практически 100 лет, которую нужно как-то снимать. Ладно, не буду нагнетать все дальше. Всем опять еще раз жирного профита. Увидимся в следующих видео. Пока.